Привет, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. В этом видео все тонкости и нюансы приготовления очень пышного дрожжевого теста. Возможно, вы знаете такой секрет, а может быть и нет, что достаточно в дрожжевое тесто добавить всего лишь 9% уксус, и тесто будет супер пышное и воздушное. А если не знаете, то приглашаю вас посмотреть этот ролик. В описании под видео указано количество ингредиентов. В миску наливаю теплое молоко, добавляю сахар и сухие активные дрожжи. Перемешиваю. Добавляю сюда соль, ванильный сахар и одно яйцо. И снова перемешаю. В два этапа буду просеивать муку и замешивать тесто. Вначале, как всегда, венчиком, а затем руками. Собираю тесто в один комок. Добавляю мягкое сливочное масло и вмешиваю его. Затем тесто перекладываю на стол, совсем немножко добавляю муки и уже буду вымешивать на столе около 10 минут. Муки буквально подпыляю, больше не добавляю. Главный секретик приготовления пушистого дрожжевого теста — это его не забивать мукой. Оно должно быть очень нежное и воздушное, и пускай лучше оно немного прилипает, чем переборщить с мукой. В конце вымешивания растягиваю его в пласт и добавляю 2 столовые ложки обычного 9% уксуса. Собираю его в серединку и вымешиваю уже с уксусом. Уже недолго, буквально 2-3 минуты, тесто опять будет очень липкое. Если совсем уже не можете его собрать, то опять совсем немножечко притрусите стол мукой. Когда тесто приобрело форму шарика, перекладываю его в миску, которую предварительно смазываю растительным маслом. Посмотрите, какое оно нежное, оно буквально дышащее. Оно уже не прилипает так к рукам, но по-прежнему очень мягкое. Кладу в миску, накрываю пищевой пленкой, сверху полотенцем и оставляю на 1 час в теплом месте для расстойки. Посмотрите, как шикарно подошло тесто. Боже мой, оно как облачко, посмотрите, какое нежное. Я его перекладываю на стол. И посмотрите, насколько с ним удобно работать. Его не нужно даже раскатывать скалкой. Я его просто вот так вот растягиваю руками в пласт толщиной примерно полсантиметра. В мисочке у меня мягкое сливочное масло. И ним я теперь смазываю полностью все тесто. И теперь вот так вот слегка как бы подтягиваю и складываю его вовнутрь. Сверху и снизу. И затем делю на полоски шириной примерно 4-5 сантиметров. Я сегодня из этого теста буду формировать булочки. Беру полоску теста, перекручиваю жгутом, концы соединяю, и выходит вот такая симпатичная булочка. Это самая простая формовка, но она мне очень нравится. Булочки получаются очень пышные, такие красивые. Это тесто подходит для любой выпечки. Для пирогов, пирожков, булочек, для больших пирогов. В общем, все, что угодно из него можете смело выпекать. Готовые булочки я перекладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накрываю пищевой пленкой, сверху полотенцем и оставляю на 15 минут. Булочки еще больше подошли. Я их смазываю желтком. Духовку я уже к этому времени разогреваю на 180 градусов. Сверху я решила посыпать булочки маком, но это совсем не обязательно, тут уже вы как хотите. Можно, например, просто сахаром посыпать, а можно и выпекать и в таком виде. Выпекаются они в хорошо разогретой духовке 25-30 минут. Готовым булочкам даю отдохнуть под полотенцем, и красота, можно угощаться, друзья. Я надеюсь, что рецепт этот вам пригодится. Благодарю вас за просмотры, лайки, за подписку, за вашу поддержку, и самое ценное, что вы мне дарите, это ваше время. Всем желаю мира и добра. Пока!